Россия массированно атаковала Украину и Беларусь. Лукашенко хочет участвовать в переговорах, а в Британии назвали 4 сценария завершения войны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Беларусь подняла авиацию из-за масштабного запуска дронов со стороны России. Что известно о небывалой атаке БПЛА украинской и белорусской территорий? В Лондоне озвучили 4 сценария завершения войны. Кроме того, аналитики рассказали, что ждет Украину в послевоенный период и какими будут выборы нового президента вместо Зеленского. Это все связано с тем, что есть ощущение, что мы по какой-то очень такой рубежный период. Лукашенко предупредил Путина. В Минске заявляют, что в переговорах по поиску мира должна участвовать Беларусь. Я не хочу, чтобы там решались вопросы, наши вопросы без нас. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Россия совершила одну из самых массированных атак Украины и Белоруссии. В воздушных силах ВСУ говорят, что из 3 регионов России – Курска, Орла и Приморска-Ахтарска – было выпущено одновременно 135 дронов «Шахед». Большую их часть, а именно 80 единиц, удалось сбить над 14 областями, говорят в Украине. Кроме того, согласно официальному сообщению воздушных сил, локационно были потеряны 44 российских дрона «Шахед». Ранее такие сообщения сопровождались уточнениями, что потеря произошла в результате работы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в Украине говорят, что как минимум 2 беспилотника улетели в Беларусь. В то же время белорусские мониторинговые каналы уточняют, что дронов в воздушном пространстве республики могло быть в 4 раза больше, то есть 8 штук. Кроме того, ВВС Беларуси поднимали дежурный истребитель с аэродрома Барановичи. Это также данные мониторинговых каналов. Интересно, но в ведомстве Хренина, то есть в Минобороны Беларуси, предпочли никак не комментировать ночные пролеты. На момент записи выпуска не было ни одного официального комментария по поводу залетов российских дронов на территорию республики. Россия готовит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать мирные граждане. О таком неутешительном сценарии сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он уточняет, что за сентябрь этого года над Беларусью были зафиксированы уже 30 российских дронов «Шахед», а за последние сутки, по его данным, 7 «Шахедов» пересекли воздушное пространство республики. Поэтому подобные запуски ударных БПЛА могут привести к трагедии. 7 дронов россиян за ночь пролетели над территорией Беларуси. За сентябрь таких было 30. Был зафиксирован ранее даже удар БПЛА «Шахед» вблизи Мозыря, где есть НПЗ. Все идет к тому, что Россия таки осуществит провокацию против Беларуси, в результате которой могут пострадать как гражданские, так и сам НПЗ. И это сознательные действия россиян. Лукашенко продолжает помогать России в войне против Украины, и это вредит народу Беларуси. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте. По его мнению, такая помощь со стороны Минска должна прекратиться. Все свидетельствует о том, что Минск поддерживает Россию в военных действиях своей инфраструктурой, территорией, и это идет в ущерб для населения Беларуси. Я имею в виду, что Беларусь явно не делает этого с позиции силы, и это означает, что она наносит стране вред. Она не помогает вам, а помогает и поддерживает Путина в военных действиях против Украины, и это должно прекратиться. Но, очевидно, это должна сделать Беларусь, белорусская политика и белорусский народ. Но в данный момент ваша страна страдает из-за того, что ваш президент оказывает такую поддержку с позиции слабости. Может ли Лукашенко перестать помогать Путину или нет? Изменит ли свою позицию и пойдет ли против? Как считаете? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Лукашенко хочет снова быть причастным, на этот раз к переговорам по миру в Украине. Говорит, что без него не разберутся ни украинцы, ни россияне. Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы, наши вопросы без нас. За нашей спиной. Да, за нашей спиной. Да, они там не оттяпают до Гомеля по лесе,
Не в этом дело, но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать. Кому придется отдавать полстраны, Лукашенко не уточняет. Лишь в очередной раз вспоминает оппозицию за рубежом, без нее в речах самопровозглашенного не обходится. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Зеленский назвал единственное, что может остановить войну в Украине. По его мнению, это приглашение в НАТО. По словам украинского президента, приглашение в Североатлантический альянс – это также ключевой пункт в его плане победы. Об этом пишет Financial Times. Кроме того, авторы издания, которые пообщались с Зеленским, уточняют, что против Украины в НАТО выступают США и Германия, которые опасаются эскалации конфликта с Россией. В Киеве также считают, что война не закончится, пока Путин не почувствует, что ему нужно ее завершить. Мы не можем быть очень сильными без приглашения, которое укрепляет наши дипломатические пути для завершения войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован и вынужден другими партнерами перейти к дипломатии. Приглашение в НАТО поднимет моральный дух наших людей и наших солдат. Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети не умрут. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение, моральный дух упадет. Кроме того, по словам Зеленского, есть 3 пути, которые ждут Украину после выборов в США. Один из них – это дальнейшая поддержка Украины ее союзниками. 2 других варианта предполагают улучшение или ухудшение ситуации Киева, но все зависит от того, кто победит в этих выборах. Завершение военного положения в Украине внесет дополнительную неопределенность в проведении парламентских и президентских выборов, которые предусмотрены Конституцией страны. В политическом поле появятся новые игроки, включая ветеранов и представителей гражданского волонтерского движения, которые будут стараться искоренить украинскую систему кланового капитализма и будут бороться с теми политиками, которые захотят сохранить свои позиции. Об этом пишет ассоциированный сотрудник программы «Россия и Евразия» в Королевском институте международных отношений. По мнению Джона Лафа из британского аналитического центра, существует также 4 возможных исхода полномасштабной войны России против Украины. Первый вариант – это долгая война, второй – замороженный конфликт, третий – победа Украины и четвертый вариант – поражение Украины. Независимо от того, какой сценарий реализуется, далекоидущие травматические, социальные, экономические и политические последствия войны будут неизбежны. Главной стратегической задачей, с которой столкнется Украина после отмены военного положения, будет вопрос о том, сможет ли страна сохранить достаточное единство и решимость для укрепления своих институтов и экономики, чтобы восстановиться и защитить себя от будущих нападений. О чем говорит аналитика? Какой вариант из 4, которые называет Лав, может свершиться? Эту тему мы обсудили с кандидатом политических наук, членом Международной ассоциации политических наук и политологом Алексеем Якубиным. Вот эти и другие экспертные анализы, которые появляются в последнее время очень активно, различные слухи и так далее, то, что наполнено, например, мировые СМИ, в общем-то, в Украине они обсуждаются так или иначе. Это все связано с тем, что есть ощущение, что мы входим в какой-то очень такой рубежный период, то есть отчасти, без сомнения, это связано с ситуацией на фронте, это связано с тем, что российско-украинская война уже длится несколько лет и, без сомнения, оказывает свое влияние и на украинское общество, и, например, на западные сообщества. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что тут очень важный момент играет ситуация, связанная с американскими выборами. И мне кажется, что вот на фоне вот этой всей истории мы наблюдаем своеобразную точку бифуркации, это так можно назвать, как это в социальных науках называется, когда во многом прошлое не обязательно определяет будущее. То есть получается, что точка такая расхождения. То есть получается, что вот этот месяц и следующий месяц будут очень критичны для Украины. Понимание того, какой из сценариев может быть реализован. Потому что, как мне кажется, мы уже замечаем, что и вот эти публикации по поводу разных сценариев нам об этом говорят, что на Западе идет дискуссия. А какая стратегия должна быть Запада? Трамп в очередной раз назвал Зеленского хорошим торговцем, а также заявил, что именно украинский президент должен был сделать так, чтобы война в Украине не началась.
Кандидат в президенты от республиканской партии в последние месяцы часто комментирует вопрос войны в Украине, и в своих речах он фактически одинаков. Напомню, основные тезисы Трампа звучат так. Он завершит войну, предложит Путину и Зеленскому сделку. По мнению Трампа, все города Украины уже разрушены, а купола церквей лежат на земле. Конечно же, республиканец во многом винит демократа Байдена, но не Путина. Я думаю, что Зеленский один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему $100 миллиардов. Кто еще в истории получал такие деньги? Никогда такого не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был допустить начала этой войны. Эта война проиграна. Украина, помните, это больше не Украина. Почти все города разрушены. Все эти красивые золотые купола лежат на земле, разбитые вдребезги. О чем говорят такие повторяющиеся заявления Трампа? Эту тему мы также обсудили с политологом. Ну, я думаю, что Трамп человек, который имеет колоссальный опыт, давайте отметим, на телевидении, был связан с шоу-бизнесом, он понимает многие информационные моменты, как они работают. Повторение, конечно же, это играет важную роль, и он это и делает, по сути, даже в контексте этой избирательной кампании. Но тут есть и другой момент. Мне кажется, что вот его заявления по поводу Украины, они, конечно же, продиктованы во многом его оппозицией по отношению к администрации Байдена. Получается, что так как администрация Байдена вынесла вопрос Украины как один из ключевых вопросов для себя на протяжении своего президентства, а это администрация Байден-Харрис, то есть это то, о чем сторонники Трампа постоянно повторяют, соответственно, неудивительно, что и Трамп старается использовать любую тему, которую занималась администрация Байдена, особенно значимую тему, чтобы показать, что они плохо действовали, что можно лучше было действовать, что можно было не допустить и так далее. И тема Украины для Трампа здесь оказалась, как мы видим, достаточно, то есть он за нее взялся в этом ракурсе, и начал ее активно раскручивать. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.